В августе 2021 года мы с Мади съездили в Грузию, небольшую страну с большим, огромным сердцем. И эти 2 недели мы провели не только посещая туристические места, но и объезжая те места, куда обычно не ведут дороги. Сейчас я уже нахожусь в Алмате, и те дни поездки очень тепло вспоминаются именно в таких маленьких, уютных грузинских ресторанчиках, где каждая деталь интерьера, музыка, все пропитано той самой Грузией. Мы составили свой рейтинг Хинкали по всей стране, обновили список мест, ради которых стоит еще раз вернуться. Были рады встретиться с нашими гостеприимными друзьями. Грузия для меня страна разностороннего туризма. Богатая история и культура. Любители уединения будут рады отдохнуть в укромных уголках страны с прекрасной кухней и музыкой, театрами, санаториями. А любители активного отдыха откроют для себя горнолыжные курорты, пешие походы в горы, концерты, фестивали, дегустации. В этой поездке мы решили не ограничивать себя чем-то одним. Были открыты к любым изменениям и дополнениям в маршруте. Наш большой выпуск о Грузии будет состоять из 4 частей, в каждой из которой расскажем об отдельном регионе. В этом выпуске вы узнаете о том, что вы успеете посетить, если приедете на 5, 7, 10 или 14 дней. Первая часть нашего выпуска посвящена столице Тбилиси, самому большому и шумному городу в стране. Полетели мы из города Алматы напрямую и через 4 часа оказались в главном городе страны. Заказав заранее такси, мы добрались до нашего гестхауса в самом туристическом районе и сразу же отправились гулять по ночному городу. Здесь вам некогда будет скучать, кругом смотровые площадки, кафе, бары и рестораны работают до глубокой ночи. Все достопримечательности имеют особенную подсветку. Тбилиси – один из самых безопасных городов. Тут очень гостеприимные и отзывчивые люди. Дойдя до стеклянного моста Мира, приятно тут остановиться, чтобы насладиться прохладой, которую несет с собой река Кура. Вдоволь нагулявшись перед сном, мы отправились к себе в номер, чтобы с утра со всеми силами продолжить наше знакомство с городом. Наш выход из комнаты начинается с вот такого замечательного брелочка рога. И сейчас узнаем, как выглядели раньше тбилисские дворики. Вчера ночью, когда мы приехали, это было очень впечатлительно. И сегодня, сейчас увидеть это днем, это еще лучше. Во дворах идет оживленная беседа. Посмотрите, какой виноград здесь растет. Я в прошлый свой приезд мечтала жить в доме, где будут вот так вот соседи жить. Этому дому 200 лет. Потрясающие балкончики. В самом доме, это дом-колодец, живет 12 соседей, он 3-этажный. На 3-й этаж выход вообще с другой стороны. И на 1-й этаж выход со двора. То есть, чтобы нам попасть на 2-й этаж, нам нужно заходить со следующей двери. Лестницы в Тбилиси во многом очень крутые. Спускаться нужно осторожно. Самое первое впечатление, которое вы получите от старых тбилисских двориков, это их двери. Они очень высокие. Здесь сохранились еще оригинальные железные ручки, которым, по-моему, тоже 200 лет. И выходите на вот такую брусчатку. Вот эта вот калитка рядом с нашей дверью, то есть это дверь на 2-й этаж. Вот эта вот калитка как раз-таки в наш дом, только на 1-й этаж. В первый день мы гуляли в исторической части города. За всю историю Тбилиси был уничтожен около 30 раз руками захватчиков, но каждый раз жители его восстанавливали, что, конечно же, оставило свой след в его многовековой истории, архитектуре, культуре. Старая часть города местами была перестроена, но в нем по-прежнему остаются почти нетронутые уголки, превращающие осмотр достопримечательностей в прогулку по очень живописному району. В Тбилиси большим преимуществом является то, что многие домики в старой части города, они открыты
И почти что можно в каждый зайти, поговорить с хозяином, и никто тебя не выгонит. То же самое было у меня, когда я гуляла в Анталии, в старом городе. И тоже просто попросилась в один из домов, который мне очень понравился, и хозяин сказал, что без проблем, пожалуйста, проходите. Я сейчас уезжаю, но моя мама вам все покажет. В течение 30 минут его мама, так как хозяин проявил ко мне гостеприимство, его мама вынуждена была на английско-турецко-казахском что-то мне объяснять. То есть такое вот гостеприимство, оно просто завораживает, не оставляет никого равнодушным. Вот в таких вот машинах можно заказать себе сити-тур и ближе к обеду или вечером прокатиться по старому городу с открытой крышей, с панорамными видами. Мы живем прямо на площади Свободы. И вот какой вид каждый день открывается нам, когда мы выходим куда-то гулять. Это своеобразный центр старого города и некая смесь старых построек, которым по 200 лет, с более современными высотными зданиями. На площади возвышается золотой Георгий Победоносец, попирающий дракона. Георгий считается покровителем Грузии. Площадь Свободы – это логичное начало многих туристических маршрутов. От нее мы и пошли по проспекту Пушкина в сторону старых крепостных стен города. Это именно тот город, который был сожжен в 1795 году иранцами и от которого к 1801 году оставалось всего несколько улиц. Я сейчас нахожусь на проспекте Бараташвили, где сохранились остатки крепостных стен. До 1795 года они просуществовали, пока персы не напали на Тбилиси. Интересно, что местные жители очень быстро сообразили, что можно с этим сделать, и построили здесь дома. Самым интересным является вот этот голубой домик с белыми балкончиками. Там живут сейчас люди. А дальше мы пойдем по улице Пушкина гулять. Сохранились еще остатки винных погребов. И прямо над этими винными погребами построили огромный мост-развязку. Пойдемте посмотрим, что там осталось. На этом проспекте очень много красивых зданий. Все нижние этажи переделаны под магазинчики, под сувенирные лавки. Так что здесь никогда не заблудишься. Вот что еще сделали внизу старых стен. Это, видимо, тоже были раньше входы и выходы. Сейчас там сеть ресторанов. И вот что мы здесь обнаруживаем. Есть ощущение, что здесь можно прям проводить раскопки, много чего интересного увидишь. Кстати, вот эти вот погреба были обнаружены в 2013 году, относительно недавно. И они вот такими улочками, везде есть какие-то вот такие комнатки, поворотики, и они уходят вглубь. Потом очередной поворот. И вот они, вот такие комнаты. Таких здесь много. Сверху виднее. Сейчас мы покажем, как они выглядят сверху. Грузины очень любят автопортреты или портреты своих друзей. Вот это, например, пример того, как, не отрывая руку от бумаги, можно нарисовать такого же грузина. После исторических стен через узкие улочки мы повернули на проспект Руставели. Проспект Руставели – главная улица достопримечательностей и центральная улица столицы длиной в 1,5 километра. Улица является своего рода плавным переходом из старой части города в новую. По обе стороны проспекта выстроились общественные, правительственные, культурные и жилые здания. Рядом с дорогими торговыми центрами вы можете увидеть стихийную уличную торговлю. В дни праздников и митингов проспект полностью перекрывается для автомобильного движения и становится пешеходным. Жизнь тут не прекращается ни днем, ни ночью. Еще в Тбилиси очень огромные двери, это везде. То есть ручка вот этой двери доходит до моих глаз. Ну, я думаю, 2,5 меня вот здесь бы вместилось. Питьевые фонтаны расположены повсюду. Самое главное – не пропустить их. Вода тут прохладная, чистая, вкусная. Можно смело набирать ее в бутылку. В Тбилиси, как и пообещали сегодня по прогнозу погоды, пошел небольшой дождь. Это принесло, безусловно, освежение в 40-градусную жару. К вечеру мы дошли до горы Мтацминда. Это известная гора, которая высотой 740 метров возвышается над всем Тбилиси. И на самой горе есть фуникулер.
Фуникулер с остановкой в середине горы ведет нас к музею, о котором мы вам тоже сейчас расскажем. А на самом верху есть панорамная площадка с аттракционами, с ресторанчиками и с огромным игровым залом, игровой зоной. Посмотрим, что там есть вместе. Мы уточнили на кассе, поезд не останавливается на середине, это будет возможность сделать либо пешком, либо на машине. Я думаю, что мы поднимемся в следующий раз сюда на машине. Вон видно уже поезд, который прибывает. И сейчас погуляем на самом верху и покажем, что там есть. Поезд ходит каждые 20 минут. Стоимость билета в одну сторону 8 лари. И стоимость вот такой вот карты еще 2 лари. Мастер проводит последние проверки, устанавливает настройки все. И сейчас мы отправимся по этой дороге. Небольшой полезный совет для посещения горы. Карту на проезд в Мотоцминду стоит спросить в отеле или гостевом домике у хозяев. Зачастую у них уже есть такие карты предыдущих гостей. Отдельно приобретать невозвратную карту, разве что на память, я не вижу смысла. Мы только что поднялись, и вот она, та самая башня, которую видно со всего Тбилиси. Со смотровой площадки виден весь город. Мотоцминду можно смело назвать самой высокой смотровой площадкой Тбилиси. У подножия горы располагается огромный исторический жилой квартал. Примерно на середине горы находится церковь, пантеон, где захоронены известные люди, парковка для машин, а на самой горе установлен целый парк аттракционов, кафе, рестораны, мини-музей восковых фигур, аквапарк, колесо обозрения. Считайте, что вам безумно повезет, если, придя на Мотоцминду, вы обнаружите, что все, что я перечислила, будет работать, так как половина всего этого уже во второй мой приезд или не работает, или вовсе демонтирована. Но все-таки приятно провести вечер в формате пикника на самой высокой смотровой Тбилиси. Таким образом мы завершили наш первый полный пешеходный день в Тбилиси. Он был очень жаркий, к вечеру полил приятный ливень, и в городе стало чуть прохладнее. Выйдя из дома, мы продолжили наше путешествие в старый город. Мы вышли к площади Вахтанга-Гаргасали, на самую старую и самую первую Тбилисскую площадь. Раньше она называлась Татарский Майдан, ее до сих пор тоже так чаще всего и называют. На маленькой площади собрано огромное количество кафе, винных и сувенирных магазинчиков, тут часто играют музыканты. Советские реконструкции сильно изменили Майдан, практически все здания начала века исчезли. Но он часто изображен на картинках старого Тбилиси. Через кривые улочки наш путь лежит к крепости Нарикала. Тбилиси удивительный город, тут вообще можно обойтись без авто, так как пешком гулять куда приятнее, общаясь с людьми, наблюдая жизнь и быт со стороны. Но готовьтесь раскошеливаться чуть ли не на каждом углу. На лимонад, мороженое, музыкантов, на еду, сувениры, многочисленную выпечку и сладости. Практически везде можно идти строго по указателям. Они будут вести вас от одной достопримечательности к другой. Все здесь связано лабиринтом дорожек, но запутаться невозможно. В Грузии можно взять авто в аренду для поездки по всей стране, что для нашего Казахстана просто немыслимо. Максимум в пределах области, но об этом я расскажу вам позже. Прогуливаясь по улице Бетлеми, снимая для вас панорамные виды, мы чисто случайно вышли на улицу Гоми. И первое, что бросилось в глаза, это то, что рядом с забором сидело несколько молодых ребят, и там была вывеска «Фриды Кало». Мы спросили у ребят, и они сказали, что да, это то самое место. Сзади меня портрет Фриды, здесь очень такое уютное атмосферное место. Можно вот в каждую точку, куда бы мы ни заглядывали, взгляду есть за что схватиться. Цветочки, картины, какая-то керамическая лепка на стенах, какие-то маленькие изображения и даже
обычный электрощиток перекрасить в старый вариант телефонной будки – это очень оригинальная идея. Это вообще одно из самых фотографируемых мест в Тбилиси. Я о нем очень много читала, но не была уверена, успею я сюда попасть или нет. И здорово, что в этот раз мне это удалось. Путь наверх очень яркий и очень уютный. Как сказал нам один из ребят, здесь весь интерьер дома продумывал сам хозяин. Он очень много души вкладывает в свое детище. И на самом деле в каждой детали это заметно. Везде цветы, везде все очень свежо. Комнаты, кафе. За всем следят. Вообще я очень люблю такие места, где отдыхаешь не только физически, но и эмоционально. Также взгляните сюда. Гора, на которой мы вчера были, она также изображена тут, и есть ощущение, что она прям за окном твоего дома. Если взглянуть на Booking, то в старом городе самое дорогое жилье. Все дома сдаются в аренду, а так как это туристические улочки, за состоянием домов внимательно следят. Первый мой приезд я жила в этом районе, и из окон квартир везде отличный вид на город, так как район находится на склоне под крепостью Нарикала. Кругом кофейни, приятная музыка, и, пожалуй, единственные два минуса района – это ценник, не только на проживание, но и на питание. А второе – это невозможность проехать на машине на самый верх, поэтому если вы с чемоданами, то придется идти вверх с тяжелыми сумками пешком по старой брусчатке. Скажу по своему опыту, это не очень приятно, но кругом зато безопасно и чисто. Многим улицы переходят вот в такие пешеходные лестницы и ведут на следующую улицу. Некие пешеходные переулки, можно сказать. Что мне нравится в Тбилиси, в старом городе, все дороги плюс-минус пересекаются. И, казалось бы, вроде бы не сильно большое расстояние, но за счет больших количества узких улочек это превращается в некий лабиринт. То есть, если из одной точки нужно по прямой попасть в другую, до которой всего 100 метров, то, доходя до нее, придется пересечь, может быть, 500-700 метров. Потому что все упирается в то, что улочки, они такие очень поворотливые. А впереди меня это крепость Нарикала. Крепость, которую видно тоже со всех сторон. Ночью она очень красиво освещается. И мы сейчас проходим как раз-таки вот мимо руин, но дальше внутри сохранились некоторые башни. Сейчас я нахожусь на крепости Нарикала. Сама крепость была построена ориентировочно в IV веке, а это значит, что была она построена раньше, чем появился сам город. Современные ее очертания она приобрела уже где-то в 17-18 веках и является своеобразной визитной карточкой Тбилиси. То есть она, как и серные бани, просто must-have для посещения. Для туристов отреконструировали ту часть стены, туда можно подниматься, оттуда тоже виден прекрасный весь город. Но мы выбрали немножко не туристическую, скажем так, часть этой крепости. Здесь все находится в развалинах, но, однако, вид не менее прекрасный, чем вот с той стороны. Со стороны старого города к крепости ведет дорог 7-8. Но основная является это канатная дорога. И с той стороны, сейчас входа не видно, есть и автомобильная дорога, и большая широкая пешеходная улица. 20-метровый монумент «Мать Грузия» или «Мать Картли» возвышается над всем городом. Изначально деревянный монумент планировался быть временным. Его создали к 1500-летию Тбилиси в 1958 году. Однако он так полюбился горожанам, что его решили оставить. В 1963 году деревянный памятник обшили авиационным алюминием. Современные очертания монумент приобрел уже в 90-х годах, когда его обветшалые алюминиевые пластины заменили на бетон и покрасили. Заодно памятнику заменили головной убор и платье на более современные. Памятник символизирует грузинский характер. С одной стороны, это гостеприимство для тех, кто пришел с миром, признак этого чаша в руках. С другой стороны, готовность защищать родину. Об этом символизирует меч в другой руке. Это и неудивительно, учитывая, сколько раз город подвергался нападениям и уничтожению. Прямо за монументом «Мать Грузия» есть такое небольшое ущелье между двумя горами. Это огромный Тбилисский ботанический сад. Мы
спускаемся с горы в ботанический сад со стороны монумента Мать Грузия. Тбилисский ботанический сад площадью 128 гектар – настоящий лес в городе с водопадами, джунглями, мостиками, со своим микроклиматом. В летний зной здесь прохладнее, чем в городе, зимой же гораздо теплее. Работает он круглогодично, но в зависимости от туристического сезона меняет свое расписание. Мы уже приближаемся к ботаническому саду. Продолжаем встречать вот такие красивые домики. На скале тоже ведется какое-то активное строительство. Видимо, будут отели, гостевые дома. Вход в ботанический сад стоит 4 лари с человека. К нему тоже ведет несколько дорог. Мы спустились сразу с крепости к ней. Но также есть на машине возможность проехать. На входе в ботанический парк есть такая карта-схема. Обязательно ее запомните, так как маршрутов несколько. Если вдруг вам надоест, встанете, чтобы вы знали, по какой пути можно будет свернуть. Также есть условные обозначения и некоторые фотографии. Вдоль всего ботанического парка течет река, которая потом образует каскад водопадов и впадает в реку Кура. Этот каскад водопадов можно будет увидеть на подходе к ботаническому саду сразу после того, как пройти серные бани. В самом ботаническом саду тоже есть один водопад. Очень красиво, от него прям так и веет свежестью. Это безумно приятно окунуться в летний жаркий день под водопад. У нас сейчас техника в руках, поэтому мы не рискуем. Но даже просто помочить ноги, походить по водопаду, это прям то, что необходимо. Местная детвора вовсю плескается, пока мы молча с техникой в руках им завидуем. Так как в саду очень душно и влажно, захватите с собой побольше холодной воды. Неспешная прогулка в саду занимает больше 3 часов времени. Можно захватить с собой и перекус. Если же на прогулку нет столько времени, то можно дойти до водопада и обратно. Это около 40 минут. Мы прошли полный круг и не пожалели, так как есть укромные безлюдные уголки, где можно наслаждаться уединением с природой. Об уборных не беспокойтесь, их на территории несколько. Причем уборные в весьма ухоженном состоянии по всей Грузии. Несколько деревьев на наших глазах спиливались сотрудниками сада ввиду их болезней. Территория парка разделены на различные зоны. Тут есть и красивейшая кипарисовая аллея, бамбуковая роща, зона с эвкалиптовыми деревьями, гранатовый сад, зал тропических растений, повсюду ухоженные клумбы. В самом парке также есть территория для проведения праздничных мероприятий. Парк заканчивается японским садом. Конечно, это все лучше увидеть своими глазами. А мы покидаем сад и идем дальше. Непосредственно ко входу в ботанический сад, к так называемому Инжирному ущелью, примыкает район серных бань Абана-Тубани. История этого района очень интересная. В самом начале режет слух его название – Инжирное ущелье. На самом деле в 18 веке тут действительно были инжирные деревья, которые с развитием капитализма и урбанизации были уничтожены. Также тут был каньон, который в результате строительства домов был засыпан. Местные ремесленники и кожевники приходили к серным источникам, которые еще не были закрыты, как сейчас, и отмачивали тут телячьи шкуры. Это породило потребность в дороге, возведение которой окончательно погубило местный ландшафт и природу. Речка превратилась в своеобразную канализацию, куда сливалась сточная вода от домов, от бань и мануфактурщиков. Неизвестно, во что бы это все превратилось сейчас, но лишь с развитием туризма власти уделили этому уже не инжирному ущелью должное внимание. В 2012 году здесь все отреставрировали, отреконструировали и привели в порядок. В итоге это одна из самых посещаемых точек во всем Тбилиси. Спускаясь уже ко второму водопаду, чувствуется запах серных бань. Несмотря на то, что запах здесь повсюду, это один из самых престижных районов старого города. Каждый дом, каждая квартирка этих домов, она сдается. И здорово, что благодаря туристам состояние этих балкончиков, домиков в целом просто отличное. Тоже здесь продуман каждый уголок для фотосессий. Здесь самое дорогое жилье среди старого района, потому что отсюда виден и старый город,
и ботанический сад. И вообще красивая панорама на кафешки, на бани, на туристов. Мы еще попали в свадебный сезон. Снимаем всех женихов и невест. Излюбленный туристами район. Здесь всегда до часу, до 2 ночи очень много народу. Музыка играет. Сейчас, например, мы слышим, что играют гитаристы на водопаде. Посмотрим, что у них за репертуар. Комплекс бань Абана-Тубани построен на природных сернистых источниках. На районе постоянный запах метана, который в первые минуты напрягает. Буквально за несколько минут нос привыкает и не реагирует так остро, как в самом начале. На районе около 10 бань. Пожалуй, самая необычная на вид – это пестрая баня или баня Арбелиани. Она больше похожа на мечеть, нежели на баню. Интересно, что до бань можно добраться на автобусе прямо из аэропорта. На выходе из Инжирного ущелья есть на вид неприметный Тбилисский археологический музей с подземным залом. Снаружи с виду неприметное здание больше напоминает частный сад. Особенность его в том, что там нет фиксированной платы за его посещение, нет кассы, но плата обязательно и скидывается в отдельный ящик на выходе. Территория охраняется 2 собаками породы Кани Корса. Попросите смотрителя показать, где лестница в нижний зал, так как ее не так просто найти. На территории повсюду устроены зоны, где можно среди утопающей зелени и цветов любоваться найденными археологическими раскопками. В целом, музеи Грузии не создают впечатления увядающих государственных учреждений. Наоборот, там создаются все условия для приятного и незабываемого времяпровождения не только туристов, но и местных. Перейдя на противоположный берег от старого города, мы направляемся в так называемый армянский район Авлабари. Слева за мостом Мира виднеется здание Министерства юстиции, а в форме 2 труб – это концертный зал. По всей стране современные административные здания отличаются особой архитектурой. Их современный стиль резко выделяется на фоне привычного глазу однотипных административных зданий в моей стране. Тут же располагается нижняя станция канатной дороги к крепости Нарикала. Грузия – это не только страна храмов и церквей, это, на мой взгляд, колыбель фуникулеров, канатных дорог и подъемников. Обусловлено это не желанием пороскошествовать, а сложными горными рельефами и жизненной потребностью жителей добираться до своих домов в горных местностях. Небольшая скала Плача рядом с метро Авлабари. От нее так приятно веет прохладой, теплом. Можно помыть голову, если очень жарко. В весенние месяцы вот эта вся стена скалы абсолютно зеленая. Сейчас, к сожалению, влаги стало меньше. И июль-август месяц сделали свое, потому что стояла аномальная жара для Грузии, около 40-45 градусов. Поэтому много растительности высохло от недостатка влаги. Только представьте, жара, вы хотите помыть руки, ополоснуться, умыть лицо. И вот перед вами какая красота. Словно капает дождь, но при этом вы остаетесь чистым. Я сейчас нахожусь возле станции метро Авлабари, и тут тоже коллекция просто стареньких домиков. Вы просто посмотрите на тот домик, и огромный покосившийся балкон вызывает такое любопытство и интерес. Сейчас мы пойдем туда. Если вам, как и мне, тоже интересно знать, что хранят подъездные двери за собой, то пойдемте со мной на экскурсию. Все выглядит вообще обветшалым, заброшенным. Разбитые окна, ржавые стены, ржавые. Да все ржавое. Куда ни посмотри, все ржавое. Камарджоба. И вот такой итальянский красивый проект.
Здесь везде растут вот такие виноградники. Хозяева очень дружелюбные, со всеми можно пообщаться. Не обязательно судить внешне, чтобы понимать, какая внутри может твориться красота. На мой взгляд, вот эта вот смесь проводов над двором внутренним – это мечта любого электрика. Я сейчас дошла еще до одной достопримечательности Грузии. Это храм Цминда-Самеба. Одно из самых крупных во всей Грузии, пожалуй, храмов. Оно находится на холме и точно так же, как и предыдущие наши достопримечательности, видно со всех сторон города. Храм относительно построен был недавно, и примечательно, что он был построен на месте армянского кладбища. Не спускайся! Странно, он так вроде Оксанеба. Смотри, как близко. Значит, у него увеличена камера. Это красивое видео, типа, получится под песню Грузии, вот так показаться. Интересно, что в начале 19 века население Тифлиса было преимущественно армянским, а Влабари считается спальным армянским районом Тбилиси, так как во все времена большая часть населения этого района были этническими армянами. Причем бедными армянами, так как армяне-нефтепромышленники и банкиры строили свои дома-дворцы в историческом районе Салалаки. Здесь все очень хорошо говорят по-русски. Тут нет ярких достопримечательностей на каждом углу, но я сюда пришла за колоритом. Дома здесь настолько старые, что один из домов, мимо которых мы проходили, в январе 22 года рухнул. На третий день мы решили посетить богатый армянский район Салалаки. Салалаки – некогда роскошный район, полный особняков нефтепромышленников, банкиров и властимущих людей. По виду, в котором сейчас находятся дома, конечно, так уже и не скажешь. В угоду квадратным метрам в период национализации заделывались и засыпались декоративные элементы, которые придавали домам особые и неповторимые образы. Как правило, на содержание таких домов требуются значительные средства, которые у населения просто нет. Поэтому и приходят в негодность общественные площади. Парадные в Салалаки славятся тем, что практически повсюду имеют остатки некогда потрясающих росписей стен. На входе у дверей встречается надпись на латинском «Сальве», что означает «приветствие». Ажурные балкончики, лепнины на стенах, барельефы, фамильные монограммы и огромные витражи. Несмотря на то, что дома на Салалаки строили несколько видных архитекторов, они вкладывали душу в каждый дом. Похожих по отделке, стилю и декору просто не найти. Архитектура в Тбилиси очень смешанная. Она сформировалась под влиянием тех или иных завоевателей. Например, в разноцветных резных балкончиках, которые стали визитной карточкой старого города, прослеживается влияние художественного стиля исламского востока ближневосточных культур. Долгое время город находился под властью персов, затем турок и татар. Причем, что сами балкончики – это жизненная необходимость самих грузин. Из-за влажного и жаркого климата невозможно было бы находиться все время в доме. А балконы создавали то самое необходимое дополнительное пространство с воздухом, которого так не хватало в тесных квартирках для семейных посиделок. В определенный период своей истории Грузия попадает под протекторат царской России и усваивает уже европейские традиции. Один за другим появляются здания в стиле классицизма, барокко, модерна. Период Советского Союза тоже не остается в стороне, и в городе появляются здания в стиле авангард. Ну а современные здания, которые в большинстве своем состоят из стекла, это уже проявление творчества современных европейских дизайнеров и архитекторов. Чудесная парадная, которую мне открыл местный житель, рассказывает нам историю о том, как здесь жил персидский посол. И все эти площади, которые я сейчас прохожу вдоль всего этого длинного коридора, это были его покои. Сейчас, конечно, тут куча вспомогательных комнат. Там, говорят, был его садик личный. Надо будет с улицы посмотреть. И здесь уже заканчиваются комнаты. Высота потолков здесь 4 метра 20 сантиметров. Просто поразительная красота тифлисских парадных.
это уже с улицы как раз-таки видно его небольшой садик. Я думаю, что в те времена у него все выглядело гораздо богаче и гуще. Соседний участок, примыкающий к этому дому, тоже принадлежал послу. Это можно понять по воротам. Надпись на персидском языке. Никто не знает, что она значит сейчас, но все рассказывают о ее важности. Сейчас эта территория ограждена от той территории, где я только что была. Фонтаны, этих домов не было. Был огромный двор. Красота была раньше. У него специально была фабрика, и он поставлял Николаю II эти папиросы. Как вы сказали его фамилия? Бузарджанс. Бузар. А раньше тут очень были красиво. Орнамент был очень красивый. Здесь львы, эти фигурки львов. А вот перед вами образец самой узкой парадной Салалаки, которую я когда-либо видела. Я здесь с трудом прохожу одна. И лестница наверх. То есть где-то 1,20 метра. Расстояние от этой стены до этой стены. И очень крутая лестница наверх. Дома в Салалаке все изрядно старые, покосившиеся. Многие находятся в аварийном состоянии. Однако это не мешает здесь сохранять им историю и продолжать людям жить. От этого становится еще интересней весь этот район, и каждый житель что-то рассказывает о своем доме. Не только о своем, и о соседних домах. Посмотрите, какой красивый ретро-шкаф. Таким незатейливым способом местные жители укрепляют собственное жилье. Очередь, говорят, что существует на ремонт, но когда она до них дойдет, неизвестно. К тому моменту дом может абсолютно уже разрушиться. Поэтому пока так. Я сейчас стою у парадной Хрустального дома. Почему он так назван? Потому что все фасады были сделаны из хрусталя. Сейчас он сохранился только с наружной стороны. И посмотрите, какая красивая у него парадная. Внутри помещения сделан хороший современный ремонт. Однако все фасады, все, что связано с общими помещениями, они по-прежнему сделаны из хрусталя. И вот одна из самых интересных парадных, в цвет которой выкрашен практически весь район, это парадный калейдоскоп. Витражи, которые сохранились неизвестно с каких времен, по-прежнему радуют не только своих владельцев, но и всех туристов. Сейчас постараемся зайти вовнутрь. Это одна из самых красивых, одна из самых посещаемых и известных парадных в Тбилиси. Это парадный калейдоскоп, как ее назвали. Так ее назвали из-за красивых цветных стекол, которые покрыт весь балкон, вся лестница. И посмотрите, как красиво в дневное время, когда яркое солнце, как красиво играет парадная. Просто потрясающе. Сама парадная – это небольшая галерея художника с частной зоной для отдыха. И очень таким, знаете, пространством для вдохновения. Мне кажется, это одна из уникальнейших парадных в Тбилиси. Прогуливаясь в этой части Тбилиси, есть ощущение, что ты немножко в другом городе. Хотя вроде все те же люди, все те же надписи, указатели. Но за счет архитектуры, за счет более широких улиц, атмосфера абсолютно другая. Но тоже не менее интересная. Посмотрите на эти красивые кованые ворота. Такой целости и сохранности я еще не находила в Тбилиси. Здесь создается ощущение, что дома идут сплошной стеной, однако это не так, просто они очень плотно построены друг к другу. Но практически все дома украшены по-своему. Где-то ангелочки, где-то лица людей изображены, где-то цветы, где-то орнаменты, фамильные гербы.
Позади меня одна из таких грустных историй Тбилиси. Это станция старой канатной дороги, которая существовала до 1990 года. Это нижняя станция. Она находится во дворе Академии науки Тбилиси, находится прямо во дворе. И трагедия развернулась 1 июня 1990 года, когда много детей, которые приехали сюда ко Дню защиты детей, поднимались на гору Мтацминда, пострадали от того, что порвался трос, и 2 кабинки просто упали. Пострадало несколько жилых домов, погибло 20 человек, и, по крайней мере, 15 человек были ранены. После этого случая трагичного эту канатку закрыли, со временем демонтировали все тросы, все опоры. Но сейчас, по последней информации, вновь идут переговоры о том, чтобы восстановить эту канатку, но уже с современной системой безопасности, с современными тросами. Будем ждать, надеемся, что через несколько лет, приехав вновь сюда, мы увидим, даже не то, что увидим, мы сможем сами прокатиться до горы Мтацминда именно по этой канатке. Мародерство и вандализм – большое зло для любого культурного города. В этом недавно убедились жители Алматы, да и казахстанцы в целом. Вот так выглядел фуникулер буквально 4 года назад. За старой канаткой находится скрытый от глаз дом князя Габашвили, построенный в 1896 году. Позже в этом доме жил врач Николай Кипшидзе, который был личным врачом Иосифа Сталина и его матери. Сейчас там живут несколько человек, все они потомки семьи Габашвили-Кипшидзе. Мы решили немного охладиться и поехали в активно застраивающийся район Ваки. Тут тоже есть на что посмотреть. На высоте 700 метров на северном склоне Мтацминды есть небольшое озеро. Называется оно Черепашье. К нему можно доехать на машине. Тут приятно будет организовать пикник жарким днем, чтобы скрыться от духоты города. Вокруг много новостроек, как и в Алматы активно застраиваются предгорья. От озера и леса веет прохладой. Но в плане активных развлечений тут все довольно скромно. Это место больше подходит для семейного тихого времяпровождения. Приезжайте сюда на весь день, заодно посетите парк Ваки и этнографический музей, который находится недалеко. Мы приехали сюда уже под вечер, поэтому не стали срываться с места на место. Мы взяли машину в аренду и планируем поколесить по всей Грузии именно на ней. Первое место, куда мы отправились, это Тбилисское море. Тбилисское водохранилище, или как люди его называют, Тбилисское море, имеет длину всего 9 километров. Оно небольшое, в ширину где-то около 3 километров, и в основном используется для орошения и для водоснабжения близлежащего района. Здесь очень приятно покупаться летом, в зной. Самое приятное, что рядом много деревьев, где под тенью можно потом будет поспать, отдохнуть. Одно из приятных, наверное, моментов, что находится оно на окраине Тбилиси, и за счет этого не так много народу. И еще рядом есть аквапарк, где горки, разные виды волн. В общем, все виды развлечений в Тбилиси только для вас, на любой вкус и цвет. Пантеон Мтацминда известен захоронениями видных общественных деятелей, поэтов, академиков, спортсменов, политиков, писателей и их родственников. Он находится на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году. Захоронение в Мтацминдском пантеоне является формой проявления уважения и признательности со стороны государства по отношению к людям с особыми заслугами. Раньше до него можно было добраться на фуникулере, однако в последнее время, как оказалось, средняя станция закрыта, поэтому можно добраться или пешком, или доехать на машине. Вход бесплатный, однако будьте готовы, что вас встретят попрошайки. За отказ делиться мелочью осыпят вас проклятиями. А это могила Екатерины Георгиевны, более известной как мама Сталина. Она умерла от воспаления легких и похоронена здесь, на пантеоне на горе Мтацминда в 1937 году. Мы сейчас находимся в музее истории города. Очень интересный музей, очень интересное место. Например, меня сильно впечатлила вот эта система фильтрации воды. Вода с реки или с другого водоема попадает по этим трубам вот в такой горшочек. Там вся грязь, пыль, все, что в воде водится, оседает, и чистая проточная вода уже дальше попадает в дом. В Казахстане я таких макетов не видела. Очень интересно. Также очень интересный вот такой макет. Макет одного из близких домиков.
посмотрите, как вот эти искусные узоры сделаны во всех домах старого города. Это районы Савалаки, Тацминда, Абана-Тубани. Вот дома сделаны с такими выступающими балкончиками на вторых этажах. Идет один общий коридор, несколько входов, чтобы соседи могли не мешать друг другу. И самое главное, это вот такой двор, где вечерами соседи пьют чай, общаются, днем здесь висит белье. Это почти такой же домик, в котором мы сами живем. Перед вами крепость Метехи. Она находится на реке Кура. Это традиционный макет тифлисских домиков. Они все были построены по итальянскому стилю, когда идет один общий коридор на несколько этажей, и у каждого этажа свой вход. В таких домиках могли жить от 10 до 30-40 соседей. Сейчас эти домики сохранились, они имеют очень высокие потолки, некоторые до 4 метров, но очень узкие комнаты. Как правило, ты заходишь, сразу попадаешь в комнату. То есть, как у нас, понятие прихожая, коридорчик, такого не было. Перед нами макет, который в точь повторяет по материалам тот же самый дом, который был построен. То есть здесь мраморная лестница, на макете тоже использован мрамор. Также здесь использованы кирпичи, глина, дерево, камень. Все сделано в точности, как сам дом, по состоянию вплоть до крыши. Примечательно, что сейчас эти трамвайчики не уничтожили, а их превращают в стритфуд. И несколько таких вагончиков украшают город возле остановок. Несколько стоят в туристических местах. Хлебная мастерская, стоит несколько печей. И как монеточки выглядит это хлебушек. В Грузии очень вкусный тесто, очень вкусный хлеб. Мы привыкли, что в современном мире пабы выглядят темно, что никто не видит, чем занимаются внутри люди. Посмотрите, как выглядела рюмочная в старом Тифлисе. Стекла, окна, уютно накрытый столик. Обязательно, конечно, бутылочка и какие-то рюмочки. Но это так искусно выглядит, что даже вообще не скажешь, что это винный магазин. И там же, кстати, на разлив можно было приобрести алкоголь. Мы находимся возле как раз-таки трамвайчика, о котором я вам говорила, что из них сделали стритфуды. В одной из картин музея мы увидели, что такие трамвайчики ходили возле станции Дидюби в Грузии, станция метро, вернее, Дидюби. Мы еще не проверяли, были ли там такие вот вагончики, есть ли там они, железная дорога, что-то в этом роде. Тоже туда съездим, проверим. А так можно прекрасно видеть, как их отреставрировали. Видеть, что там мороженое можно купить. Очень такой уютный символ старого Тифлиса. Национальный музей Грузии – это то, что непременно нужно посетить. Современный музей раскрывает все аспекты жизни и культуры страны. Внутри вы не найдете скучного и засыпающего смотрителя. Количество посетителей для музея меня удивило. Наверное, потому что таких интерактивных музеев с множеством интересных экспонатов в своей стране я не встречала. Интерактивные доски оснащены фотографиями, звуками и сопровождаются небольшим текстом. Множество экспонатов не погребены наглухо за стеклянными витринами. К ним можно не только подойти, а походить между ними. На музей у нас ушло около 3 часов, и эти часы прошли незаметно. Примечательно, что в музее периодически проводятся образовательные воркшопы и мастер-классы для школьников. Дети могут обучаться грузинским национальным ремеслам или изучать историю Грузии. Для грузинских и иностранных студентов в летнее время проводятся организованные археологические выезды на природу с целью поиска остатков артефактов различных древних времен. Кроме того, проводятся открытые лекции для взрослых на разные тематики. Еще одно важное примечание – люди с ограниченными возможностями имеют право на бесплатный вход во все музеи страны, а также внутри залов есть Wi-Fi.
Наибольшее впечатление на меня произвел зал Золотого фонда. Вот это я называю реально гадюшником. Вся мебель выглядит так, как в фильмах со старыми лабораториями. Вообще мебели видно, что как минимум 50 лет, но она в прекрасной целости и сохранности. Мы сейчас находимся на Сухом мосту. Место, где можно приобрести антиквариат, раритетные вещи. Вообще это музей под открытым небом. Каждый день с 10 примерно часов утра до 5-6 вечера продавцы выставляют весь свой товар. Все, что можно найти у себя дома, все, что можно найти у своих бабушек и дедушек, все привозится сюда и впоследствии нами покупается. Продавцов здесь очень много. Товар вы найдете на любой вкус и предпочтение. В Тбилиси мы были всего 4 дня, но у меня сложилось впечатление, что мне и месяца не хватит, чтобы взглянуть в самые интересные и укромные уголки города. Много достопримечательностей осталось за кадром. Приехав сюда, вы обязательно откроете для себя что-то новое. В основном мы передвигались пешком. Для тех мест, что мы посещали, достаточно было просто жить в центре города и выдвигаться в разных направлениях. В отдаленные районы города мы уже поехали на машине, которую предварительно взяли в аренду. Нашей целью было объездить все доступные для легкового транспорта направления. В следующем выпуске мы уже расскажем о нашей поездке в регион Мцхети, вы увидите величественные горы Казбеги и прогуляемся по самому видному региону Кахетии.